Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 9 января. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. И начинаем сообщение, которое разрешено к публикации. В бою на севере сектора Газа пали 3 военных ЦАЛя. В бою пали старший сержант Матитьягу Яков Перел, 22 года, старший сержант Канау Касса, 22 года, старший сержант Нево Фишер, 20 лет. По данным первоначального расследования армии обороны Израиля, военные пострадали от мощного детонирующего устройства, которое сработало возле танка во время операции в Бейт-Хануне. Светлая память. Новости на Радио Мария. Тем временем в Рафехе обнаружены тела 2 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа с момента нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года. Павшие – это отец и сын Йосиф и Хамзат Зиадне. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Далее цитирую. «Я хотел бы выразить глубочайшее соболезнование семье после обнаружения тел Йосифа и Хамзы, которые были похищены террористами Хамас 7 октября и возвращены благодаря героической операции наших храбрых солдат», написал Исраэль Кац в социальной сети X. Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу от себя и своей жены Сары Нетаньягу выражает соболезнования семьям 2 заложников, чьи тела нашли в секторе Газа. Цитирую. «Мы надеялись и работали над безопасным возвращением 4 членов этой семьи из плена Хамас», говорит Нетаньягу. «Мы вернули их 2 детей еще 23 ноября. Также хотели вернуть Йосифа и Хамзу». Нетаньягу благодарит армию обороны Израиля и Шабак за их неизменную решимость вернуть заложников. «Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы вернуть всех наших заложников домой, как живых, так и павших». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. Главные новости Израиля. Туннель в Рафехе на юге Газа, где были найдены тела павших заложников, расположен в районе, где ранее уже действовали наши военные. После получения новых разведданных силы ЦАЛя вернулись в этот район, чтобы забрать тела. В туннеле рядом с останками павших были обнаружены тела по меньшей мере 2 террористов Хамас. По мнению армии обороны Израиля, они охраняли заложников. Армия обороны Израиля все еще расследует инцидент. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби вновь заявляет, что уходящая администрация президента Байдена тесно сотрудничает с новой администрацией Трампа с целью заключения сделки об освобождении заложников. Цитирую. «Американский народ имеет полное право ожидать, что мы позаботимся о том, чтобы приходящая команда была полностью информирована. И если мы не заключим сделку до своего ухода, тогда, когда они войдут в дверь в полдень 20 января, они смогут сразу же взяться за это дело и попытаться заключить сделку самостоятельно», заявил Кирби во время пресс-конференции. Новости на Радио Мария. По сообщениям СМИ, группа резервистов Управления военной разведки попыталась передать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньягу разведывательный документ о нападении 7 октября, после того, как их командиры запретили им его распространять. Стенограмма заседаний Высшего суда от 5 декабря, связанного со скандалом с утечкой информации, раскрывает утверждение о том, что 6 военных составили документ, обвиняющий иностранного субъекта в причастности к нападению Хамас 7 октября.
Когда командиры управления военной разведки приказали резервистам уничтожить документ, они вместо этого, как сообщается, попытались передать его депутату от партии Ликуд, надеясь, что он передаст его премьер-министру Биньямину Нетаньягу. Адвокат задержанного по делу Ари Розенфельда, резервиста, обвиняемого в скандале с утечкой информации, говорит, что военные обратились к Розенфельду, чтобы заставить его передать документ соответствующим политикам. Министр обороны Израиля Исраэль Кац опубликовал официальное обращение главе Генштаба Цахаля Герци Алеви с требованием оказать государственному контролеру Израиля Матаньягу Энгельману помощь в содействии в проводимых им расследованиях. Далее цитирую. «Цахаль не имеет права опасаться расследования событий 7 октября. Необходима должная прозрачность действий и их понятность для общества», — говорит Кац. Кац потребовал от Герци Алеви завершить расследование событий 7 октября в короткие сроки и проинформировал его о том, что не намерен одобрять производимые им назначения высшего офицерского состава. Сразу же после этого пресс-служба Цахаля сообщила, цитирую, «все разногласия должны быть устранены в закрытом режиме, в личной беседе министра обороны и главы Генштаба». В ответ на это министр обороны Исраэль Кац предупредил пресс-секретаря Цахаля Даниэля Агари о его возможном увольнении. Пресс-служба Цахаля вышла за рамки своих обязанностей. В этот раз ваших публичных извинений будет недостаточно, уточняет Исраэль Кац. Позже же многие СМИ Израиля написали о том, что пресс-секретарь министра обороны Израиля Исраэля Каца выступил с завуалированной угрозой в адрес официального представителя Цахаля Даниэля Агари в связи с его реакцией на приказ министра Каца сотрудничать с расследованием государственного контролера о нападении Хамас 7 октября 2023 года. На фоне усилий пропалестинских организаций добиться ареста, а также судебного преследования солдат Цахаля, выезжающих за границу, израильские военные решили скрыть личности всех военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях. Согласно новым правилам армии обороны Израиля для СМИ, любое интервью с военными будет проводиться со скрытым лицом или со спины. Его полное имя также будет скрыто. Эти указания будут применяться ко всем военнослужащим, особенно имеющим иностранное гражданство. Военным, чьи имена уже известны, будет разрешено показывать свое лицо и полное имя. Перед любым интервью со СМИ сотрудники Департамента международного права Генерального военного прокурора проведут инструктаж, а отснятый материал должен будет быть одобрен Департаментом военной цензуры, а также Департаментом информационной безопасности. Смогут ли, как и ранее, солдаты Цахаля опубликовать несанкционированный контент со своих операций в интернете, пока неизвестно. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич снова высказался против создания Государственной комиссии по расследованию нападения Хамас 7 октября 2023 года, заявив, что системе правосудия Израиля нельзя доверять. Цитирую. «У меня нет ни капли доверия к израильской системе правосудия, которая полностью утратила способность здраво мыслить». В качестве примера он приводит продолжающееся дело о скандале с утечкой информации, связанном с канцелярией премьер-министра Нетаньягу. «Я не готов отдать эту важную задачу системе, в которую я не верю. Я выступаю за независимый следственный комитет, который перевернет каждый камень». Об этом заявил Бецалель Смотрич. Главные новости Израиля. Движение «За качественное правительство» в Израиле требует начать уголовное расследование в отношении министра обороны Израиля Исраэля Каца по обвинению в воспрепятствовании правосудию и злоупотреблении доверия, утверждая, что Кац пытается скрыть от высшего суда правду о способности Цахаля призывать в армию харидим. В письме в израильскую полицию и Генеральную прокуратуру движение утверждает, что Кац пытается скрыть правду по политическим причинам, цитирую, «вместо того, чтобы работать над увеличением численности армии во время войны. Это серьезное нарушение верховенства закона и государственной безопасности». Конец цитаты. В предварительном чтении законодатели проголосовали за законопроект, обязывающий идентифицировать интернет-пользователей, виновных в клевете. В
В случае принятия законопроекта, который предложила партия Ликуд, люди, считающие, что их оклеветали, в соответствии с израильским законодательством смогут обратиться в суд с требованием к интернет-провайдерам раскрыть личность автора высказываний. В пояснительной записке к законопроекту признается право на анонимное выражение мнения, но говорится, что интернет не следует рассматривать как убежище, позволяющее совершать противоправные действия или же нарушать права без привлечения к ответственности. Новости на радио Нария. Посольство Израиля в Мексике осуждает уничтожение восковой статуи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу неким активистом в музее восковых фигур в Мехико. Напомню, что вчера в одном из аккаунтов на X было загружено видео, на котором активист разрушает статую в городском музее восковых фигур. К сожалению, мы не можем открыто показать это видео из-за политики платформы. Видео доступно на нашем телеграм-канале. На кадрах мужчина кладет палестинский флаг к подножью статуи Нетаньягу, затем же обливает статую красной краской, разрушает ее молотком и опрокидывает на пол. Нападение на статую премьер-министра Биньямина Нетаньягу является отвратительным актом, который несет в себе опасный сигнал, выходящий за рамки любой законной критики, говорится в заявлении посольства Израиля. Сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством Южного округа полиции задержали адвоката и его жену. Их имена запрещены к публикации. Их задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Пострадали 20 человек, пожилые русскоязычные репатрианты. Репатрианты желали приобрести жилье в Израиле. Они передали в доверительное управление адвокату миллионы шекелей, с которыми он и исчез. Клиентам, которым все же удалось дозвониться до адвоката, он заявил, что сейчас на войне. Позже стало известно, что адвокат-мошенник не участвовал в боевых действиях и в последние годы не вызывался на резервистскую службу. Сейчас подозреваемый задержан. Вместе с адвокатом задержана и его жена, также адвокат по профессии, и еще 2 человека, владельцы риэлторской фирмы, через которую якобы должна была осуществляться покупка квартир для пенсионеров. Добавлю, что нам часто пишут слушатели, которых обманули русскоязычные адвокаты. Люди платят деньги, чтобы адвокат вел их дело, ну а последний просто ничего не делает годами. Если вас обманули адвокаты, напишите в нашу редакцию. Имена мошенников должен узнать весь Израиль. Прокуратура Израиля представила обвинительное заключение против 7 граждан Израиля, создавших в Иерусалиме сеть публичных домов. За 10 лет сутенерам Юлии Савченко и Амиру Гури удалось заработать на этом 32 миллиона шекелей. По сообщению Кан Хадашот в эфире Кан-11 общественного телерадиовещателя Израиля, кроме этих двоих перед судом предстанут еще 5. Муж Савченко Константин, Рина Медведовская, Саша Холоденко, Эльвира Хуршова и Ури Ильягу. В заключении прокуратуры сказано, что обвиняемые использовали финансовые трудности матерей-одиночек. Задержанные недавно прибыли в Израиль как новые репатрианты. Не устроившись по профессии, было принято решение открыть прибыльный бизнес. Следствие продолжается. Новости на радио Нария. Напомню, что вернулся официальный телеграм-канал «Радио Нария». Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Отсканируйте QR-код на своих экранах. Или же найдите в поиске Telegram «Радио Нария» латинскими буквами. Ссылку на наш телеграм-канал мы оставим и в первом закрепленном комментарии под этим видео. Главные новости Израиля. Радио Нария нужна ваша поддержка. 80% зрителей Радио Нария смотрят наш канал без подписки. Подпишитесь уже сейчас. Это поможет развитию нашей редакции. Также, если вам понравилось видео, нажмите палец вверх. Если видео не понравилось, нажмите палец вниз. Напишите свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, в пятницу, 10 января, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.